Здравия. Сидели, общались в приватном канале, назрела тема торговли. Покажу на своем примере, что и как делаю. Если хотите быть в плюсе, то забудьте про фьючи и торгуйте исключительно на споте. Для начала вернемся к шизотерике. Недавно в каком-то ролике говорил про лунный цикл и что будет 2 недели падения. Как всегда, опять прав. Еще неделю, скорее всего, в боковике походит, затем опять 2 недели роста. Да, знаю, многие скептически на это все посмотрят. Но мое мнение, если будет помогать бегать вокруг компа с бубном, то буду это делать. Единственное, не ожидал, что они начнут лить в четверг. Обычно это пятница или понедельник. Так что смело влетел в сделки, теперь пересиживаю. Сейчас идет рост, просто халява по сути. Все ошибки прощает. Можно быть очень смелым. Давайте начнем с важной информации по поводу цифр. На медвежке можно рассчитывать на 1, 2 или 3% хода волны. В самые грустные периоды рынок ходит по 0,4%. В это время лучше заниматься другими делами. Но сейчас бычка и цифры совсем другие. Легко рубится больше. Моя торговля – это некий вид скальпинга. Но скальпинг – это очень частая торговля. Скажем, на 5 или 15-минутном фрейме. Такой частый вид торговли, на мой взгляд, тупизна, поскольку ты очень часто платишь комиссию, а профит маленький. Те, кто тренирует на таких фреймах торговать, это очередные лохотронщики-блогеры на зарплате. Торгуй на часовиках, иногда переливающихся в дни, особенно если залипаешь. А такое неизбежно случается, поскольку следует быть агрессивным и забирать любую возможность. Если будешь сидеть ждать верняка, так ничего не наторгуешь. Но можно и так, сидеть ждать большого пролива и на нем набирать. Обычно раз в неделю или две рынок такое дает. В принципе, если сумма большая, метод годится. Кстати, о суммах. Чтобы жить в счастье, требуется иметь в загажнике несколько ставок по 10 тысяч баксов, чтобы не выпадать из рынка при залипании. Думаю, сами процент от этого вычислите. И здесь еще один важный пункт. Делите депозит на несколько частей. Залипла сумма, сидите торгуете другой. Первый подопытный – лайткоин. Сразу скажу, богомерзкий актив в плане торговли. Делает не то, что обычно делает большинство активов. Уже дважды залипал в нем за 2 недели. Это мой новый рекорд. Обычно раз в месяц максимум. Но больше всего добивает то, что он ходит против хода биткоина зачастую. Начал им торговать где-то здесь. Было сколько-то сделок, далее где-то здесь залип на 4 дня. Закрыл с мелким профитом. Затем забрал 10% профита на этой волне. Далее сыпалась инфа про коррекцию изо всех дыр. Хотел торгануть еще, поскольку от такого графика ждал еще рост. Но в итоге забил. 10% роста профукал в итоге. И это тот самый момент, который приходит с опытом. Научить ему не смогу. Обязательно требуется видеть уровни и торговать по ним. Плюс рынок по сути одинаков. Со временем видишь, что должно происходить. Не всегда это будет, как ты ожидаешь, но часто. Далее ждал, что график пойдет, как обычно ходит. На следующих примерах это увидите. Но эта зараза делает все по-другому. В обычной ситуации сижу, жду остановку волны по уровням. Еще можно накинуть лимитный ордер, скажем, на минус 3% от ожидания. Это хороший дополнительный профит. Но поскольку сейчас изучаю поведение некоторых монет и ставлю себя в условия торговли на DEX бирже или через менял, а это задержки, плюс требуется быть уверенным, что волна уже отыгрывает вверх. Рано или поздно денег станет много, а держать их на биржах, которые периодически скамятся, ну такое себе. И это финальная схема торговли для любого разумного человека. Так что зашел уже на отскоке. В стандартной ситуации тут же бы вышел, поскольку ожидаемого поведения нет. И это примерно 1,7% профита. Затем рынок давал возможность еще раз выйти. А дальше пошел пролив вниз. Так что сижу, пересиживаю сделку, чтобы вывести ее в приличный плюс. И это одно из самых главных правил. Никаких продаж в минус. Забудьте про зону ниже покупки. Ее для нас нет. У меня все сделки плюсовые. Просто не нужно торопиться. Конечно, если на медвежке залипнете, то там уже становитесь держателем биткоина в долгосрок. Еще эфиром можно торговать, но лучше только битком. У эфира свое поведение, свои циклы. И там стоит забыть про всю альту. Она будет нырять вниз периодически, а биткоин нормально отскакивает. Много на медвежке торговал, ни разу не залип. Главное ничего там не ждать. Сразу забирать даже мелкий профит. Кстати, уже говорил, что 100 баксами двигал свечку Атом Космос на 3-й волне роста со дна. Это к вопросу, насколько никому не нужна альта. Даже на выходе с медвежки. Какие-то нормальные объемы были только на Binance в альте. Ликвидность актива – еще одна причина торговать биткоином.
Забраковал лайткоин и пошел изучать другую монету – Ethereum Classic. Здесь я сделал снимок с другой биржи. Там удобно стрелками показаны сделки. Вот здесь та же модель, был рост и идет боковик падения. Но в отличие от лайткоина, нормальное предсказуемое движение графика. Падение, отскок и так далее, а не тупо вниз. Сделал первую сделку, забрал около 2% профита, затем смело зашел на падение. Но они в этот раз решили лить рынок в четверг, вместо пятницы. Думал, успею продать, но залип. Ничего страшного, пережду недельку. Еще один актив, которым начал торговать, это инжектор. Также то, что я ожидаю увидеть от графика в подобной ситуации. Сделал за 2 дня 2 сделки, примерно по 4%. Вошел в следующую сделку и рынок полился. Думаю, эта ракета отыграется в считанные дни. За неделю без проблем сделал более 10% профита. Конечно, можно чаще колбасить, но у меня другие дела. Одну сделку вообще пропустил, потому что пошел поесть. Возвращаюсь, а там свечка 7% сделала. На медвежке, конечно, столько не получится. Скорее 20% в месяц максимум. Еще одно важное правило – никогда не покупать на росте. Да, если ты ждешь гарантию с меньшим риском, то ждешь начала роста. Но когда свечка топит вверх, то тут ты уже опоздал и просто сидишь, ждешь следующую возможность. А самый грааль торговли – это определять, когда идет остановка свечи. Делаю это безошибочно обычно. Можете ориентироваться по соплям на свечке, или их еще усами называют. Но есть метод намного точнее. Мне даже интересно стало. В одном из роликов уже говорил, что по жизни являюсь умственно доминирующей особью. А есть ли еще такие же? Давайте устроим конкурс. Первые 5 человек, написавших мне в приват Телеграма или Дискорда решение этой задачки, получат доступ в приватный канал на месяц. Требуется ответ, что конкретно делать, чтобы точно определить, где остановка свечи. Дам подсказку. Это задачка на наблюдательность и сообразительность. Найти правильный ответ поможет вопрос, что происходит, когда цена падает и когда растет. Метод не всегда идеально работает, особенно когда сильный ажиотаж или идет временная остановка, а затем продолжение. Обычно на проливе такое поведение. А чтобы не забыть участников приватной группы, правильно ответившие на вопрос получат временный доступ к инструменту. Потихоньку начал его программить. Времени займет много. Но это будет прям нереальное подспорье для ловли остановки свечи. Затем доступ к нему будет за какой-то процент от торговли. В приватной группе ограничения по количеству ответивших нет. И есть по 3 попытки для ответа. Все остальные имеют одну попытку. Само собой, в приватных каналах потом дам правильный ответ. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка всем.ру. Ссылка есть в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег!